Всем доброго времени суток! Предлагаю мастер-класс летние блузы с рукавами. Вяжется очень легко. Справится даже начинающий, который знает основы вязания крючком. Блуза связана на размер 44, но я расскажу, как рассчитать петли на разные размеры. В видео также есть схемы, которые мы будем разбирать вместе. Мастер-класс бесплатный, поэтому хочу попросить вас досматривать рекламу до конца, пока вяжете ряд, чтобы я смогла радовать вас новыми работами. Спасибо за комментарий и подписку. Ну что ж, начнем. Вот мы закончили там, где булавочка. Это сзади у нас, где переходы. Делаем одну соединительную петлю, чтобы немножечко быть посерединке этой арки. И 3 воздушные петли на подъем. Далее сюда, в эту арку, надо еще сделать 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Одна воздушная петля. Следующие 3 столбика нам необходимо сделать в следующую арку. Примерно в средние 3 петли. Первый столбик. Второй и третий. Одна воздушная петля. Чередуем по 3 столбика с одним накидом в каждую нашу арку. Между ними мы делаем по одной воздушной петле. Так будем повторять до конца этого ряда. В конце 3 последние столбика с накидом. Воздушная петля и соединительный столбик. Следующий ряд переворачивать не будем, будем вязать по спирали. 3 воздушные петли на подъем и еще 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Переворачивать не будем, будем вязать по спирали. Затем, там, где у нас лепесток шел, здесь у нас маленький мини-лепесток будет. Между 3 столбиками и 3 следующими столбиками воздушных делать не будем. Сразу делаем следующие 3 столбика с одним накидом. Здесь между 2 лепестками, здесь между маленькими делаем 2 воздушные петли. И следующие 3 столбика с накидом. Без всяких петель подряд еще 3 столбика с накидом. Итак, у нас получается 6 столбиков с накидом, 2 воздушные, 6 столбиков с накидом. Так продолжаем до конца ряда. В конце ряда
последние 3 столбика. Две воздушные петли и соединительный столбик. Далее на следующий ряд 3 воздушные петли на подъем и делаем еще первый недовязанный столбик, второй недовязанный столбик и провязываем все вместе. Это будет 3 столбика с одной вершины. Со следующими 3 столбиками поступаем также. Первый недовязанный столбик, второй недовязанный столбик и третий недовязанный столбик. Провязываем все петли вместе. Вот как у нас получается. 2 воздушные петли. Следующие 3 столбика. Первый недовязанный, второй недовязанный и третий недовязанный. Провязываем вместе. Первый недовязанный, второй недовязанный и третий. Провязываем вместе. Таким образом у нас 3 столбика с одной вершины и 3 столбика с одной вершины. 2 воздушные петли. Точно так же 3 столбика с одной вершиной и 3. Далее повторяем. 2 воздушные петли. Следующие петельки. Первый, второй. Пальчиками желательно поддерживать, чтобы они не разъезжались, эти петельки. Третий. Провязываем вместе. Первый, второй и третий. Вместе. Мы их собираем, как бы собираем вместе. 2 воздушные. Так вяжем до конца ряда. Делаем последние 3 столбика с одной вершиной. Соединяем вместе. 2 воздушные и соединительный столбик. Дальше можно вязать просто столбики без накида. У меня есть такая нитка, нитка-резинка. Она тянется. Я ее хочу вплести в последние мои 2 ряда моей блузки. Ее просто обвязывают, никаких лишних действий не надо делать. Резиновую нить ложим на полотно и в каждую петельку делаем по столбику без накида. Если у вас нет резиновой нити, не обязательно ее ввязывать, просто провязываем без этой нити столбики без накида 2 ряда в каждую петелечку. Второй способ. Вот мы закончили ряд, соединительную петелечку на серединку арки, 3 воздушные петли на подъем. И за эту арку еще делаем 3 столбика с одним накидом.
хватаемся за 2 ниточки, чтобы оно красивее смотрелось. 4 столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля. Следующие 4 столбика мы делаем за следующую арку. Первый пропускаем во вторую петелечку. Одна воздушная петля. Следующая арка тоже 4 столбика с одним накидом. В каждую арку делаем по 4 столбика. Между ними провязываем 1 воздушную петлю. Вот как получается. Так вяжем до конца ряда. Довязываем последние 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля и делаем соединительную петелечку. Переходим на следующий ряд. 3 воздушные петли на подъем и еще 2 столбика с одним накидом. Далее 1 воздушная петля и первый пропускаем столбик, начиная со второго, делаем 3 столбика с одним накидом с этой стороны. Затем 2 воздушные петли и повторяем. 3, начиная с первого столбика, 3 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. Здесь одну пропускаем во вторую петелечку. 3 столбика с одним накидом. Две воздушные. Так продолжаем. Провязали последние 3 столбика, 2 воздушные петельки и соединительный столбик. Следующий ряд нам надо сделать еще один соединительный столбик. 3 воздушные петли на подъем. И вот эту петельку вводим в крючок и провязываем столбик с одним накидом. У нас получается 2 столбика с одним накидом. Затем 1 воздушная петля. Первый пропускаем, во второй вводим крючок и делаем первый столбик и второй, всего 2. Затем 3 воздушные петли. Это будет наш раппорт этого ряда. Делаем накид, вводим крючок после первого столбика, вот эту петельку, чтобы были симметричные наши лепестки. Первый столбик и второй столбик. 1 воздушная петля. Теперь вот первый столбик пропускаем и сюда вводим крючок. Провязываем столбик и второй рядышком. 3 воздушные петли. Смотрим. Лепесточек симметрично у нас ложится. Дальше продолжаем до конца ряда таким образом. 2 столбика, воздушная 2 столбика.
3 воздушные, 2 столбика, воздушная, 2 столбика, 3 воздушные. Провязали последние 2 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. Делаем соединительный столбик. Далее, следующий ряд. Воздушная петля 1 на подъем. Теперь я хочу сделать 2 ряда столбиков без накидов в каждую петельку этого ряда. Для этого с обратной стороны я привязала эту нитку резинку и дальше я ее просто ложу на наше полотно. Вяжем, захватывая нашу резиночку в каждую петелечку по столбику без накида. Там, где арка из 3 воздушных петель, просто делаем в арку, не обязательно попадать в петелечки. 3 столбика. Когда мы провяжем какую-то часть ряда, резиночку немножечко подтягиваем. Так мы провязываем 2 ряда, петелька в петельку, подтягивая периодически резиночку.